Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, ребят, постепенно уже иду на поправку и буду более стабильно записывать уже контент. Скорее всего, я вернусь к предыдущему графику, как и было, это каждый день. Но если вдруг я там буду дико уставать и тому подобное, потому что я не до конца еще выздоровел, то буду через день записывать контент. Ну, короче, посмотрим, как оно будет. Потому что, как вы слышите, голос у меня прекрасный, звонкий, четкий. Такой звук мы любим. А не тот звук, который был у меня недавно. Потому что голос недавно у меня так жестко просел, что на его в баню. По дефолту я уже, ну, можно даже это, наверное, не говорить, но все же скажу. Играю вместе с Марком. Это мой утяжелитель. Ничего такого мы с ним перед игрой не обсуждали. Ну, буду действовать на импровизации. Что будет идти, от того, соответственно, буду отталкиваться. Но раз мне, в принципе, неплохо идут рыцари, то в этой игре можно попробовать, по сути, собрать берсерка под рыцарями. То есть это 6 троллей, 6 рыцарей и керри берсерок. Можно попробовать такую сборочку сделать. Но посмотрим, может совершенно иной будет идти. Короче, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписывайся на мой телеграм-канал, это обязательно. Ну а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Знаете, вот сейчас как-то вот так вот фразу на одном дыхании как-то проговорил, и я прям почувствовал какое-то легкое напряжение в горле. Я надеюсь, что мои связки уже готовы к тому, чтобы я смог записывать контент в реальном времени. Но сразу говорю, если это будет несколько неудачных игр в день, то, скорее всего, реально контент будет через день, потому что я не хочу жестко посадить свой голос снова, чтобы он потом восстанавливался у меня несколько дней. Не хочу. И я думаю, вы тоже не очень хотите, чтобы так произошло. Жрецов куплю, потому что, ну, вроде бы, как бы, стол у меня сильный, да? Ну, что-то такое, сомнительно. Ага, понял. Ну, в принципе, кристальчик неплохо пойдет. Поставил чуть-чуть троллей, поставил чуть-чуть рыцарей. Троллей поставил, чтобы они давали мне скорость атаки. Под ЦК, в принципе, это неплохо. Когда-то, помню, я говорил о том, что я хочу вам показать керри ЦК, но, ребят, это все осталось на бумаге. Ну, вот не идет мне ЦК. А если он идет, то меня жестко контрит. Это, ну, просто нереально контрит жестко. Ну, такое, короче. Вот. Вот. Что-то еще хотел вам такое сказать. Ребяточки, кто пропустил мои стримы, не забывайте, во вкладке трансляции есть записи всех моих стримов. Поэтому смотрим, не стесняемся, комментируем. Какой план еще? Ну реально, ну и вроде бы как неплохо идут рыцари. Можно в действительности попробовать играть чисто на рыцарях. А там уже в дальнейшем перестроиться. И стол у меня, по сути, сейчас сильный. Вроде бы как должен всех выносить. Ну, что-то как-то... Ладно, сейчас посмотрим, как раунд закончится. Если буду выигрывать, то, соответственно, я беру талант на победу. Если буду проигрывать, то талант на поражение. Вообще, на самом деле, я бы стал бы на лустрике, вообще бы не парился бы. Ну, сейчас посмотрим. Ну, меня, по сути, здесь должны вынести. Тут БХ есть, который меня снесет. Да, тут меня снесли. Марк ливнул. О, как. А что произошло? А что произошло? А что ливнул? Что случилось? Прикол. Наверное, вылетел, либо залагал. Нормально так не приходит. Но это все же рубрика «Все по 2». По дефолту. Не знаю, хочу рыцарей оставить, а гоблинов мехов продать. Ладно, пока пусть будет так. В любом случае, сейчас либо выиграю, либо проиграю, и я, соответственно, получу +1, либо +2 монетки. Короче, +1 монетку в любом случае я получу либо за проигрыш, либо за победу. Ну, короче, вы поняли. Почему я вот, знаете, загорелся желанием протестировать берсерка? Берсерк в текущем патче, его понерфили. Раньше, до текущего патча,
У Берсерка был двойной урон на его массовые топоры. Я об этом не знал, но, если честно, немножко догадывался. То есть там двойной урон проходил на массовую его атаку вот этих вот топоров. Как я это, догадывался, это по маске 5-го тира. Потому что маска 5-го тира, когда у вас триггерилась массовая атака, там срабатывал двойной отхил на эту маску. Ну, как сейчас Берсерк себя чувствует, это тут хочется проверить, если честно. И мне вот знаете, что еще интересно? Мне хочется попробовать Берсерка под 9 магами через кулон плюс посох 3-го тира. Я думаю, это прям будет вообще просто пушечка. Но, не знаю. Не буду загадывать наперед, посмотрим, как оно будет для начала. На самом деле, то, что разработчики пилят в этот патч, это просто жесть. С щитом 5-го тира, приколюхи, с инсектоидами. Вот инсектоиды это вообще отдельная тема, если честно. Ну, типа инсеки в каждой, мать его, игре. В каждой. Разработчик тупо для себя патч сделал. Вот серьезно, тупо для себя патч сделал. Боже, рубрика все по 2 идет. Что за бред? Может нахрен этих мехов продать? Или может все-таки усиление придет? Ну, короче, по поводу инсеков. Инсектоидов стало намного проще собирать. Это... Я вот честно, вот у меня нет слов, зачем разрабы именно так поступили. По поводу инсеков. Но закономерность есть. Если взять щит 5-го тира, и хорошо у вас керри будет, то всех инсеков рвете в ноль. Щит 5-го тира сейчас реально самый сломанный предмет в игре. Добавить тупо даже нечего. Че, давай усиление. Понял. Нет усиления. Нету. А нету. Ладно, продам, короче, вот так вот все и просто пойду в уровень. Нахрен этих мехов. Вот так вот троллей чуть-чуть сейчас поставлю, чтобы у меня хоть немножко посильнее ЦК гасил их. Чисто так. Блин, ну вот знаете, на бумаге ЦК классный герой. Но если он быстро только придет в 2 звезды, в 3 звезды. Я просто сколько раз пытался этого ЦК реализовать в 3 звезды. У меня не выходило. Вот ей-богу. Он тупо не шел. Я его собирал к 30-му там плюс-минус раунду. С чем связано? Непонятно. Ладно, давайте по поводу керри Берсерка поговорим немножко. Как его можно собрать, правильно же? На самом деле, все зависит от игры. Но самая дефолтная сборка, насколько я считаю, это рыцари плюс тролли. Самая дефолтная, самая простая сборка, плюс в текущем патче можно спокойно брать уровень, а соответственно это можно спокойно сделать себе 6 рыцарей, 6 троллей. Самая стандартная сборка. Ну, думаю, все прекрасно знают, как собирать физического керри. Ну и магического керри тоже, да. Ну, просто проговорю на всякий случай еще раз. Опа. Плюс рыцарь. Извинись перед рыцарем. Баф людей, может, придет. Сейчас давайте так. Сейчас посмотрим, что выпадет за реликвию. А потом уже поговорим дальше по поводу Берсерка. Надеюсь, что-нибудь полезненькое выпадет. Что-нибудь хорошенькое выпадет. На самом деле, довольно-таки много хп сэкономил. И деньги есть. И фигурки есть. Давай, что там, что там? Яйцо сюда. О, не, ну блин, это надо брать. Это по-любому надо брать, потому что я сижу на лустрике, потому что у меня почти баф людей есть. И, ну и, соответственно, максимально быстро выйду в 10, а, соответственно, как выйду в 10, то. А ну, кстати, давайте рискнем. Я хочу попробовать предмет 2-го тира рольнуть. О, не, ну это жир. Все, все. Я буду делать магического тролля. И, соответственно, вам расскажу по поводу магического тролля. Ну и, соответственно, расскажу по поводу физического тролля. В общем, суть в чем.
Магический тролль — это вы берете посох третьего тира, это вы берете медальон второго тира. Дальше все вы делаете по обстоятельствам. Когда вам БКБ надо, когда вам надо МКБ и все остальное, я думаю, вы сами прекрасно решите. Хотя, блин, ну есть ли смысл? Знаете, я уже столько раз проговорил эту информацию по поводу Берсерка, но я думаю, все-таки стоит закрепить. Вот давайте вот по топовым предметам пройдемся, там, второго, третьего, ну и так далее, тира. Вот. По поводу магического берсерка. Что мы хотим? Из первого тира мы хотим, соответственно, это палку. Забыл, как, прикинь, из головы вылетела, как называется палка первого тира. Палка первого тира на скорость атаки. Медальон, который дает 25% магического сопротивления. Можно шапку-ушанку, если, соответственно, вам надо. Тоже плюс магическое сопротивление. Плюс хп, плюс броня. Ну, в принципе, все. Больше мы ничего не хотим из первого тира. Из второго тира почти аналогичная ситуация. За медальон говорить не будем, потому что сейчас я именно рассказываю про магический билд на берсерка. Поэтому молнии второго тира, плащ-пальто, жетон отступника. И, ну, я считаю, это 3 таких вот имбовых предмета, не считая медальон. Ну, третий тир. Дефолтный посох третьего тира. Несмотря на то, что этот посох третьего тира поднерфили, в любом случае, это ваше жесткое усиление, которое вы можете стакать безгранично. Стоило мне не купить Лину, мне пришла собака. Прикиньте. Закон подлости. Я спецом не купил Лину, потому что я не поверил в то, что мне придет сейчас собака. Вот. Надо было покупать Лину. Ну и хрен с тобой. Больно-то мне сильно и хотелось. Угу. Третий тир. Посох хоть и понерфили, но в любом случае это ваше жесткое усиление. С каждым раундом вы можете этот посох стакать. Да, потихоньку, да, понемножку, но в любом случае вы можете его настакать. У меня получилось максимум стаков выбить, это 26. Или 25. Короче, 20 плюс стаков у меня было. Это жестко. Это все равно самый жесткий предмет. Потом. Из третьего тира что мы еще хотим видеть? Мифриловый доспех приветствуется, но не обязательно, если, соответственно, против вас нету таргетного контроля, по типу там хиксов, обезоружий, сайленсов и тому подобное. Поэтому с мифриловым доспехом играемся. Потом. Камень. Камень перерождения третьего тира, наследие духа огня. Тоже хотим. В принципе, нет, почему? В принципе, почему бы и нет? Потому что вас один раз убили, стаки на посохе третьего тира вы не потеряли. Ну, если, соответственно, раунд пережили в целом. Но в целом наследие духа огня мы хотим видеть. Оно бережет стаки ваши, вы, соответственно, в 2 раза вашего керри нужно снести. Шар бездны, если против вас магия. Ну, думаю, тут логично. Ну, дальше там двойные клыки, клинок военачальника и тому подобное. Как бы сами поймете, когда вам надо брать. Из 4-го тира, ну, это МКБ, БКБ. Ну, арчит можно. 3 предмета. Все остальные предметы это уже вариативность. Ну, 5-й тир это бессмертие. Хоть оно и немножко хреново работает, это бессмертие. Потому что если любой контроль вам прилетает, бессмертие не скидывает этот контроль. Но... Ну, блин. Все равно сильный предмет. Все равно сильный предмет. Хочется взять. Ну, бессмертие, маска 5-го тира. Молнии. Молнии шикарно будет смотреться. Криты вообще отлично будут смотреться. То есть вот самый жесткий тир это, наверное, бессмертие. Бессмертие. Маска. Криты. Все, вот это вот 3 же самых жестких предмета. Все остальное надо будет смотреть по ситуации. Потому что у берсерка в целом много скорости атаки. Своей родной. А под троллями там вообще ему не нужны предметы, по сути, на скорость атаки. Ну, надо смотреть. Я же говорю. О, кстати, инсект собирается. Я уже вижу эту падлу на инсектоидах. Просто. Козлина. Фу. Фу таким быть. Фу таким быть. Боже, мне вообще не хочется иногда заходить в игру из-за того, что есть вот эти вот инсейки. Ну, с физовым керри, я думаю, вы и сами как бы разберетесь, да? Не вижу смысла даже повторяться, потому что, ну, по сути, все одинаковые предметы, просто берете немножко другие. Ну, и с чистым уроном так же само. Там откидываете маску 5-го тира и так далее. Не, ну, если это кому-то информация важна, то, кстати, напишите в комменты.
Если надо, я лишний раз проговорю, мне не впадлу. Вот этот щит, кстати, второго тира, это вообще лютая имба. Просто. Если вы играете на воинах, ребят, если вы играете на воинах, я рекомендую брать вот этот щит второго тира. И вот представим себе, ну, давайте, на 4-м раунде вам падает Хускар, вам на 3-м раунде выпал вот этот щит второго тира, то, чтобы вы понимали, вы за все это количество раундов, сколько вы будете в течение игры играть, самое главное, в Хускаре, в которого вы вложили, только будет стакаться, вы настакаете миллиард брони, поставите этих же самых воинов, и к 30-му раунду у вас может быть на этом щите 30 стаков. 30 стаков брони, просто вдумайтесь на Хускаре. И вы будете играть на воина. Боже, там урона возвращаться будет. Жесть. И, кстати, момент. Очень жесткий. Наверное, когда запишу все-таки каточку с воинами. Чтобы просто продемонстрировать, насколько это жестко. Насколько это жестко. Суть в чем? Вы берете воинов. Берете того же самого... Ребята, извините, я переобуваюсь. Когда тебе за раунд приходит два убийца... Короче, вы поняли. 2 убийцы, то это жестко. Поэтому, извините, но я перебываюсь. Даже 3 убийцы мне пришло. Поэтому я перебываюсь, я буду собирать себе убийцу. У меня даже есть для этого предметы все. Можно темпларочку. Темпларочка, кстати, в текущем патче это вообще огонь. Сейчас по поводу нее расскажу, почему она такая жесткая. Но давайте за воинов закончу. Вот, там чел Эмберов 2 звезды собрал. Чисто жалкая пародия. Потому что я недавно на 14-м раунде в 3 звезды собрал. Зря я это говорю. Ой, зря говорю, потому что панда мне больше в жизни приходить не будут. По поводу воинов. У вас ранний Хускар. На 3-м или на 4-м раунде он упал. Выпал вот этот щит второго тира. Вы его оставили. И Хускар, чтобы вы понимали, будет стакать каждый раунд плюс 1 броню. Каждый божий раунд плюс 1 броню будет стакать. Сейчас, секундочку. 14 хп у меня было. 29 хп я восстановил за 10 банок. Вот это я понимаю кэшбэк. Просто охренительный кэшбэк. Спасибо тебе, бог рандома. Чтоб ты всрался и воды не было. Ну, да, ладно. Ладно. Так вот, настакал он за 30 раундов вот эти вот 30 брони. В этом накидали еще кучу брони сверху. Закинули бессмертие в этого воина, в Хускара. Сработало бессмертие, и вот эти вот 3,5 секунды, пока ваш Хускар находится в бессмертии, в это время кто-то будет накидывать туда свои тычки, и прикол в том, что синергия воинов будет срабатывать. Да, синергия воинов работает, несмотря на то, что у тебя бессмертие активно, и то, что в бессмертие лупят. Это жестко. Это просто трындец, на самом деле. То есть разрабы, ну, реально натворили какую-то дичь. А теперь вот по поводу темпларки, почему она такая жесткая. Кто вдруг не в курсе, недавно вышел микропатч. Ну, как недавно? Ладно, не недавно. Ну, короче, поменяли полностью логику блокирования и поглощения урона. То есть, как это все рассчитывается. Поменяли полностью логику. Работает это сейчас по такой схеме. Сначала работают все резисты. То есть, у вас там плюс броня, там плюс сопротивление, и т.д. и т.п. и тому подобное. После этого будет срабатывать лишь блок урона. Поняли, да? То есть, если, допустим, у вас есть щит 5-го тира, у вас есть там куча брони сверху, и сначала идут все резисты, рассчитывается, потом уже идет блок урона. То есть, у чувака там 200 урона, у тебя 100 брони, он там по резистам ты наносишь ему там 30 урона, щит 5-го тира блокирует 60, то вот эти вот 30 урона, которые он наносит после всех резистов, будет заблокировано щитом 5-го тира. Вот так это работает. И по поводу темпларки. Если вы соберете плотную темпларку, то, соответственно, ее щит, который она навешивает на себя, хрен пробьешь, потому что там надо определенное количество урона внести в этот щит. Прикол, да? Из-за этого темпларка сейчас нереально живучая. Хрен пробьешь ее адекватно. Просто ты ее будешь пробивать десятилетиями. Состаришься быстрее, пока пробьешь темпларку адекватно. Ну, я сейчас вам все продам. А вы прикиньте, вот просто вдумайтесь. Вы берете щит 5-го тира. Вы берете
Кольцо 4-го тира. Чел у вас физический керри, пытается каким-то образом вас пробить. Не получается. И сдыхает. Потому что щит не пробивает. Ну, короче. Это я все буду вам показывать, все демонстрировать. И вот, кстати, по поводу воинов, напишите в комментах, хотите вы увидеть воинов? Именно вот, как я сказал, Кускара под щитом 2-го тира, прям вообще сосочка. Если хотите, я полечу реализовывать. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе огромнейшая игра. Я рассчитывал на то, что мне выпадет ящик азарта, либо хотя бы Мамора. Но упала боль и разочарование только. Ну и хрен с тобой, больно-то и хотелось. У меня сейчас немножко слабый стол. Я пока в него не верю, поэтому я поставлю еще лустрик. Ну реально не верю пока что в стол этот. А я вот так сделаю. Все. Лустрик убираем. А может... Давайте выйду из экономики. Охренеть, дух 5 идет как. Давайте выйду из экономики. И попробую найти темпларку в 2 звезды. А вдруг повезет? Чем черт не шутит, да? Уф. Ну, очищающую сферу я беру, это имба. Очищающую сферу грех скипать. Предмет шикарнейший. Ладно, я не буду скорпиона, кстати, собирать. Я лучше что-нибудь... О, а теперь можно пойти и, в принципе, подзаработать денежек. Можно, в принципе, сидеть на хорошей экономике. И вот так вот лишние фигуры поудалять. Опа, Ронин. Вот так сделаем. Ух ты. Ладно, сейчас, если что, на следующем раунде я буду сидеть в полной экономике. Я просто хотел еще усилить немножко стол, и, в принципе, я думаю, этого достаточно. Хотя, может найти себе рыжего лиса и мартретку в 2 звезды, а потом уже успокоиться. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Гребаного инсектоида мы сначала аннигилируем, а потом посмотрим. А по поводу очищающей сферы, ребят, очищающая сфера имба. И, кстати, новые убийцы, в принципе, как и старые, очень даже хороши. Поэтому можно спокойно играть на убийцах. Единственный момент, смотрите, на 1 и 2 уровне синергии убийц у вас есть шанс срабатывания, то, что вы кританете. Вот, работают они отдельно друг от друга. А крит будет максимальный, там, по-моему, 400 или 500%. Вот. И прикол в том, что когда вы соберете синергию 3-го уровня, у вас убийцы будут просто прыгать один раз с самого старта. Это классовая особенность. И это 100% гарантированный крит. Но, если во время этого вы кого-то еще добьете сверху, то есть кританули, там, побили, убили, то убийцы снова начинают прыгать и снова критуют 100% после прыжка. Вот, смотрите. Бэм! Сейчас. Бэм! И еще раз прыжок. Видите, чуть-чуть подпрыгивает там на месте. Так, чик-чик-чик. Короче, убийцы такие же самые сильные, как в принципе и были. Ничего не поменялось. Кстати, будет угарно, если мне сейчас и дальше будет темпларка обалденно идти, и я соберу рано в 3 звезды. Это же будет вообще полный развал кабины. Я, кстати, заблокирую немножко другую синергию. Вот она. Там просто дохренища магов в легендарных фигурах. Я вот решил именно заблокировать магов. Я хочу попробовать раннюю темпларку в 3 звезды найти. Сначала сейчас денег мы найдем. Подкопим мы этих денег. А потом соберем раннюю темпларку в 3 звезды. Кстати, 3 убийцы играют в игре. 1 инсект, которого мы сейчас все вместе выкинем. Просто у нас будет праздник на районе. Надо еще Горн поставить. С Горном, я думаю, будет поприятнее играть. Ну, вот очищающая сфера может сыграть злую шутку против вот этих вот всех убийц, и, в принципе, против других. Имбовые предметы. Я даже, знаете, очищающей сфере больше рейчу, нежели сейчас гиперстон. Типа гиперстон дает просто 50% скорости атаки, а очищающая сфера выключает синергию. Она может выключить синергию даже гритеров. Это вообще имба.
Вон, видите, чел на эльфах стоит. Работает. Конечно. Верим. Так, и нам все не надо. Естественно, берем вампиризм. Мне, кстати, там в комментариях когда-то писали о том, что, типа, Сань, а ты не пробовал, если у тебя там много хп, брать все-таки талант на уменьшение урона по тебе? Ребят, на самом деле я считаю, что это мусорный талант на уменьшение урона, но если с реликвия талантов, то это нормальный, ну, нормальный талант, если с реликвией таланта. То есть в сумме, типа, вампиризм плюс поглощение, нормальный талант. Но я всегда рейчу вампиризм, потому что бывают такие раунды, вот, допустим, приведу пример. Вот вы на 25-м раунде взяли уменьшение урона. Окей, вы там всех выносите, всех разваливаете, но в этот момент, пока вы их там всех выносите, всех разваливаете, опа, сюда, вы регенерируете себе хп. То есть у вас там было 50-60 хп, вы дорегенерируете себе до 80-90, а в момент что-то неправильно произойдет, что-то не так, там бог рандома как-то ляжет не так, ну, короче, что-то произойдет, и вам просто между глаз зарядят минус 50, и вы такие, опа, чиназус. Сильно? Я думаю, да. Чел, кстати, там играет 4 бога через Джиггернаута. Желаю ему удачи. Не, ну хотя его крутилку будет тяжело пробивать. О, Хекс. А вот это хреново. Рики надо находить. Мне нужен Рики. Мне по любасику нужен Рики. Мне не нравится то, что там типочек нашел Хекс. Сейчас этот Хекс будет лететь куда? Правильно, в мою темпларку. Козел. А, в яйцо полетело. Вот это мне нравится. Боже, надо искать посох 3-го тира. Урона до хренища. Ну, ребят, за темпларку я рассказывать не буду. Темпларка это бимбочка еще та. Просто такая девочка разносит. Может через чистый урон, может через магический урон играть. То есть, как хотите, так играете. Куда душа ляжет, то и собираете. Либо, ну, я речу ее через чистый урон. Мне нравится играть на темпларке через чистый урон. А тут просто кулончик упал. Я вообще рассчитывал по то, что я этот кулончик под берсерка реализую. Чё там чел собирает? Почему у него котл керри и убийцы еще сверху в комплекте у него стоят? Чё это за бред у него там собирается? Я не понимаю. Хороший паренечек там. Чё? Решил удивить, так сказать. Тут орки. Помянем орков. Бимс. У меня сейчас, конечно, по скорости атаки все очень хорошо. Чисто, знаете, я когда смотрю, как темпларка бегает по столу, это Наруто. Просто руки назад и побежал вперед, наклонив торс. Реально Наруто какой-то. Да, и хрень. Зачем мне реликвия яиц, когда мне вот так вот яйца сыпятся? Кто-то может объяснить мне? Дайте мне 2 темпларочки сейчас, и мы пообщаемся. 2 темпларочки, пожалуйста. Имбу нашел. Имбулечку нашел. Надо еще, кстати, Хана собрать в 3 звезды. Чтобы именно в Хана Хекс летел, а не в темпларку. Хотя, если я темпларку заберу в 3 звезды, то это забей. Я очень надеюсь, что мне сейчас выпадет 2 ранние темпларки. Я соберу ее просто в 3 звезды. Такой, знаете, устрою ребяткам чекпоинт. Чел на, кстати, мартретке играет. Чисто встретились в поле 2 сестры. Мартретка и темпларка. Кто кого? Я ставлю на темпларочку. Не. 1 стак. За такую толпу народа, сколько темпларка только что снесла, я получил 1 стак. Ой-ой-ой. Не, ну, на самом деле, это как бы смешно, то, что я всего лишь получил 1 стак. Но
У этих стаков нет лимита. Поэтому я даже хз. Это слишком сильно, как по мне, короче. Да. Сейчас смотрите. Падает темпларка, падает Мамора. Я эту темпларочку в Мамору в 2 звезды за 2 раунда. И все. И жизнь удалась. Кайф? Кайф. Нехило я придумал? Нехило. Сильно ли у меня губа раскаталась, раскатилась? Сильно. Фу, как же жарко. Капец. Ты просто бла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Из этого так жарко. Так, чилы, не покупайте там мою темпларочку. У меня на нее права как бы куплены. Это все мое. Нельзя. Задолбал этот нос. Дико извиняюсь, ребят, если вы это слышите. Я там шмыгаю носом по полной программе. Ах ты ж мразь! Ах ты ж какая мразь, ты посмотри просто. Он собирает инсеков себе. Играл себе спокойно на эльфах, понял, что его сносит, и он такой... Инсектоиды разблокировать. Ты какой? Да. Амора. Надо брать. Продаем. Пожалуйста, дай темпларку. Ну, пожалуйста. Ну, одну. Ну, одну. Ну, это хорошо. Ну, игра, ну харе. Да не угорай, дай мне темпларку, ты. Ну, одну. Я ж не 2 прошу, я одну прошу. Мне не для себя, мне для друга. Спасибо. А теперь, пожалуйста, давай за 2 раунда апнись и все. Пожалуйста. 2 раунда. Он 9 магов чисто поставил, типочек. Как я ему сочувствую. Эть, критулечка, оп, критулечка, оп, критулечка. Ой, а у меня щит как бы, а мне пофиг вообще. -1. Хана апаем потихоньку. А мне-то в принципе больше и ничего не надо-то. А реально мне ничего не надо. Вот с инсеком, конечно, будут проблемы. Наверное. Мы сейчас посмотрим. У него 47 хп, у него еще неполная сборка стоит. И у меня 2 из 9 Мамора. То, что чел, конечно, решил на инсеках сыграть, это меня вообще не радует. Я думал, там чел нормальный, адекватный. По итогу Саня хочет верить в лучшее. Получается, как обычно. Он вообще непонятно, что делает. Типа инсеки, но типа эльфа. Чё? Интересный парень. Посмотрим. Может, он не до конца просто еще успел перестроиться. А я уже как бы на человека наговариваю. Но я и буду наговаривать, это ж инсеки. А на инсеков надо наговаривать постоянно. Уже я понимаю, что как же у меня фляга уже свистится этих инсеков. Давай, Мора. 33-й раунд. Темпларка. 3 звезды. Оу май. Делай, что хочешь, чел. Хочешь инсеков. Хочешь кого хочешь. Мне плевать. О. Боже, я так засмеялся, что у меня аж горло
Сдавилось немножко. Не знаю, знаете, такое напряжение неприятное. Здорово. Бэмс. Я думаю, они в шоке от того, что они видят сейчас темпларку в 3 звезды. На 33-м раунде. Ладно, еще там на 35-м плюс. Но на 33-м раунде. Реально, зачем мне реликвия яиц, когда мне вот так вот яйца падают? Вы просто вдумайтесь на это. Не ж яйца сыпятся, что не в себя сейчас. Тьфу-тьфу-тьфу. Бог рандома что-то в последнее время на моей стороне прям. Надо хана в 3 звезды собрать. Пусть будет. Хотя уже бесполезно. Но пусть будет просто. Че вообще что-то там непонятное пока делает. Тут чел пытается собрать дизраптора, но денег нет. Но дизраптор зато с аганимом. Мне на самом деле, если бы он собрал его в 2 звезды, он мог его аганим, типа под аганимом он был бы у него 3-звездочный, по сути. Нормально бы урона закидывал. Что-то заговорился жестко. Уи. Бэм, минус 21. Надо больше. Ну, я беру реликвию яиц, потому что нет смысла брать уровень. Я не успею даже уровень взять, поэтому я просто вот хочу квапу в 3 звезды собрать. На сдачу. А почему бы нет? Так, ну мне на самом деле нужно МКБ и БКБ. Я даже МКБ намного больше хочу. Все-таки как-никак может всякие там уклонения неприятные быть, а я этого не хочу. Плюс скорость атаки даст. В принципе, приятно будет. Поэтому хочется МКБ. Но если упадет БКБ, я буду не против. Давай. БКБ. Я же сказал. В принципе, я буду не против. БКБ так БКБ. Если я им двоим приду, то я их снесу. Молнии. Берем молнии. Берем молнии. Берем молнии. Под посох 3-го тира молнии вообще идеально смотрится. Можно было бы, конечно, взять щит 5-го тира, чтобы вообще быть неубиваемым. Но я взял молнии чисто из-за того, чтобы меня били. И, соответственно, молнии выдамажили. Это было бы жестко. Хорошо, что все-таки БКБ взял. Посмотри, как у меня ХП уплыло. Это было на тоненького. Неприятно на тоненького. Так, яйцо. О, ну, чисто эмбера поставлю. Почему бы нет? Пусть по приколу стоит. Так, плюс хан. А яйцо будет? Плюс квапа. А яйцо будет? Ну, яйцо. О. И квапу в 3 звезды. Чисто на сдачу так. Вкусненько. Вкусненько. Так, ну что, ребят, давайте я вам сейчас двоим прихожу и все, и заканчиваем эту бельберду. Правильно? Я думаю, правильно. Давай. Давай, детка. Двоим прихожу, двоих заканчиваю. Ах ты черт, на инсеках перестроился. Так, я двоим пришел. За 1 раунд смогу двоих вынести? Надеюсь, что да. На тебе, падла на инсеках. На, просто. 1 откис. Но самое главное инсек. Ну, блин, я не успел инсека вынести в первую очередь. Минус 2. Блин, обидно, конечно, то, что я не успел инсека вынести в первую очередь.
Я хотел, чтобы вот этот чел на 3-м месте занял бы 2-е место. Ну, потому что настолько быть челом на инсеках катать. Фу. 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 Ой, задолбали эти инсеки, отвечаю. Ну, блин, что я могу сказать, ребяточки? Да мне нечего сказать-то. Ну, темпларков 3 звезды с хорошими предметами, чуть ли не идеальными. И, ну, добавить-то, в принципе, и нечего. Бог рандома, знаете, меня завлекает последним временем. Типа, Санечка, смотри, я тебе такие столы даю, такие фигуры ранние. Ну, задумайся. Ну, иначе это не назвать. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.